Этот салат я узнала много-много лет назад. Один из старейших французских рецептов. Всем привет, с вами Яра. И сегодня мы продолжаем одну из моих любимых тем – салаты. Из смеси листьев салата, мисклана называется, бекона, козьего сыра и, конечно, моих любимых кедровых орешков. Что нам сегодня потребуется сделать? Я поставила разогреться уже сковородочку, и я обжарю немножечко кедровые орешки. Буквально пару минут. Самое главное правило – не проворонить нам кедровые орешки. Сколько уже, я думаю, и у вас, и у нас, у всех были моменты. Однажды я зашла глянуть в телевизор буквально на секундочку. И что потом случилось? Волны белого дыма, просто тумана, мне стали мешать смотреть телевизор. Оказалось, что я буквально на секундочку задержалась там на 15 минут. Конечно же, орехи, которые содержат большое количество масла, тут же сгорели и пошел сизый дым. Будьте осторожнее с ними. Мне потребуется бекон. Обычный копченый бекон, вы можете использовать и говяжий, если не едите свинину. Лучше это тоже будет, если копченый бекон. И козий сыр. Что нам нужно будет сделать? Козий сыр мне нужно будет обернуть в бекон и потом обжарить. На самом деле салат наподобие того, что мы делали уже теплый салат с листьями брюссельской капусты. И основан он на сочетании вкусов сладко-соленого бекона и свежего салата. А здесь у нас еще кислинку дает сыр. В чем здесь секрет? Вы можете взять любой козий сыр. Я нарезаю вот на такие шайбочки порционные. Если сыр у вас большого размера, разрежьте на 4 части. И его можно легко перемешать, объединив форму. И дальше, чтобы вам было видно, каждую шайбочку я буду заворачивать в бекон. Лучше, если у вас бекон не очень толстенький. Вот таким образом. И здесь срезаю. Одним глазом смотрим на орешки. Зубочистка мне нужна просто для того, чтобы закрепить бекончик в моменте соединения, чтобы у нас никуда не спешил. Так, и вторая часть бекона, когда он потоньше, это лучше, оборачивается с этой стороны. Раз и два. Этот бекон не потребуется. Я его немножечко натягиваю. Он подсядет во время обжарки. Готово. Вот такая получается шайбочка, которую мы будем обжаривать. Орешки у меня уже подсушились. Немножечко прибавлю температуру и займусь вторым бекончиком. Точно так же. Эти шпажки мы потом уберем. Они нам нужны просто на момент обжарки. Немножечко сформирую, чтобы у нас была более ровная текстура. И выкладываю на сковороду. Что нам нужно? Нам нужно просто обжарить бекон, чтобы он имел красивый цвет. Сам по себе копченый бекон уже готов. И дополнительно сильно его готовить не нужно. Сыр нам не требует обжарки. Это я уберу. И когда у нас приготовятся наши бекончики, они будут выглядеть как маленькие подарочные мешочки или подарочные упаковочки с Рождества или с дня рождения, не знаю. Немножко подравниваю, чтобы они равномерно готовились. Достаточно быстро уже появляется цвет и аромат вкусный. Чудесно. Я приготовлю соус. Соус мы готовим винегрет. Немножечко горчички. Немножечко меда или, как у меня сегодня, сахарозаменителя. Буквально пол-ложечки для баланса. Бальзамический уксус у меня сегодня красный. Закончился белый. Тоже чайная ложечка. И я все это объединяю. Одним глазом смотрю на бекон. Ой, чудесно, как красиво. База для соуса у нас готова. Здесь у нас сладкая
кислый уксус, горчица, которая стабилизирует соус и дает нам остринку. И сегодня я буду использовать масло, но не простое, а масло из лесного ореха. Мне кажется, к этому яркому ингредиенту, как бекон и сыр, это масло будет как нельзя лучше. Следим за нашими конвертиками. Ой, чудесно. Жирок вытекает, сырочек соединяется с этими ароматами. Классно. Как только у нас форма затвердела, я могу убрать шпажки, которые могут мешать, чтобы я могла переворачивать их на бочок. Немножечко убавлю температуру, чтобы у нас дым коромыслом не шел. Французы, конечно, молодцы, что уж там говорить. Умеют они придумать праздник на кухне. Так, продолжаем с соусом. Я добавлю еще немножечко масла. Если соус вам кажется густоват, мне он кажется густоват, я добавлю воды. Буквально капельку воды комнатной температуры. И консистенция соуса будет гораздо нежнее. Моментально он становится жизнью. Пробуем. Очень вкусно. Баланс. Сладенький, кисленький, солененький. Это блюдо хорошо теплым, но если ваши гости задерживаются, даже в холодном виде, эти конвертики выглядят превосходно. Будем использовать классическую круглую. Мне кажется, это будет максимально хорошо. Салатик я предварительно помыла. Здесь у меня смесь листьев салата различных по цвету и текстуре. Во-первых, они выглядят очень динамично. Во-вторых, они на вкус яркие. Здесь у нас и острые, горькие салаты, и сладкие листья салата. Какой у вас есть? На самом деле это может быть и просто шпинат, это может быть и какой-то горький, радикио. Теперь момент истины. Наши конвертики поливаю соусом, так, чтобы у нас он попал и на листья, и на наши квадратики. Добавлю немного соли, потому что листья мы не солили, и немного перца. Посыплю все орешками. Очень красиво. О, как вкусно. Ну вот и все. 5 минут и потрясающий сытный салат, который может быть и полноценным блюдом, готов. А я сейчас буду пробовать. Момент истины. Немножечко отрежу нашего подарка. Копченая нотка бекона, нежный сыр, орешки и яркая сочная зелень прекрасно балансируют вместе. Я считаю, что это может быть замечательный летний салат как основное блюдо. Это может быть закуска к ужину. А знаю точно одно, что этот салат никого не оставит равнодушным. Если вам понравился этот рецепт, ставьте свои лайки, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить очередной шедевр. Иначе я и сказать не могу.